Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, все вживую. Пламен Пасков, как всегда. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу весеннюю тревожную, но зато сильно любознательную аудиторию. Ох, ну, конечно, много вопросов сыпется на вашу честь, да, на вашу голову, так сказать. Как это сейчас жить в пророссийской Болгарии? Ну, об этом мы поговорим немножко позже, когда вообще разберем ситуацию в Европейском Союзе. Будет очень интересно, так сказать, из первых уст узнать, какие перемены грядут. Грядут ли вообще Мадяр тоже какой-то не такой в Венгрии, представляете, такие какие-то резкие заявления у него. Вообще мне даже как-то так вот в полушутку, в полусерьез, но на самом деле, вообще говорят, это креатура Орбана, что ли, да? Зрители задаются вопросом. Друзья, прямой эфир — это максимальное общение с вами, поэтому оставляйте свои вопросы в клубе зрителей Шелеста. Милости прошу, закрытое сообщество, такая специфическая атмосфера общения, аналитики, люди обсуждают, делятся, переходите. Также абсолютно открыто в сообществе YouTube, где анонс нашей встречи, нашего прямого эфира, и люди уже там задают свои вопросы, комментируют, реагируют. Конечно же, с чатом трансляции пообщаемся в самом финале, поэтому досмотрите эфир до конца и, пожалуйста, подпишитесь, это очень важно. YouTube удаляет подписки нещадно, давайте как бы немножко перебьем его такие запросы. Ну и, конечно, пообщаемся с вами вот на какую тему. Опрос сегодняшнего эфира, в финале подведем итог. Он звучит следующим образом. Жалеете ли вы, что 7 лет назад выбрали Зеленского? 21 апреля, да, 21 число, конец эпохи бедности, в общем, билборды, сейчас все вспоминают, оглядываются назад. Стадион так стадион. Значит, варианты. Жалеете или нет? Да. Нет. Он молодец. Нет, не из кого было выбирать. Или я его не выбирал. Вот такие 4 варианта, проголосуйте. Интересно будет, собственно, каким-то образом провести вот эту вот черту. 7 лет, да, 7-летний цикл, прошла страна, какие были надежды и какие, собственно, какое сейчас состояние войны. Причем войны, которая заходит там на 5-й год, и многие говорят там 30-й, 28-й, европейцы те же говорят, давайте-ка повоюйте, защитите нас, а мы пока подготовимся, а вы пока давайте умирайте. В общем, казалось бы, 7 лет назад об этом вообще никто не думал. Понятно, Пламен, что вы не выбирали Зеленского, поэтому вам адресовывать этот вопрос я не буду. Однако, какие мысли за эти 7 лет о метаморфозе Зеленского есть у вас? Слушайте, я вам честно скажу, что когда он баллотировался и когда он сражался с Петром Алексеевичем Порошенко, мои симпатии были на стороне Зеленского. Как минимум из-за того, что я смотрел сериал «Слуга народа», ну, взахлеб, ну, с определенным уже критическим таким знанием, наверное. И я видел, что у человека есть какие-то там желания, но не хватает знания, но он себе так это представляет и попытался обрисовать в последние там футуристические серии прекрасную Украину будущего. Убираем в сторону там иронические моменты, когда они давали кредиты Международному валютному фонду и всем остальным там странам, в том числе Америки. Ну, там препод там стоял и говорил, вы знаете там, как оно, ну, стал им рассказывать прекрасную Украину будущего, которой пришлось проходить через непростые времена, но зато уже, понимаете ли, у нас все ровненько, у нас уже вот так свою цену заплатили и свой переход сделали. И когда он стадион так стадион, Петр Алексеевич там, Петр Порошенко, которого уже в обиходе Потрошенко называли, и, к сожалению, было за что, потому что аллея ангелов в Донбассе, 14 тысяч убиенных на Донбассе, и вообще-то обстрел мирных городов Донбасса 8 лет, это вообще-то на чей счет записать? Насчет Евросоюза, насчет, скажем так, поляков, насчет, не знаю, кого, германцев, там, американцев и так далее, стреляли вообще-то ВСУ. А то, так это называлось. Да, понятное дело, чисто марионеточная власть, но пропаганда-то говорила другое. И если сейчас спросить у людей в любой точке Украины, я думаю, на кухне после второй рюмки. Я вообще не пьющий, ну, предположительно, собеседник, если пьющий, если он там местный, я думаю, что он скажет, ну, понимаете, Янукович был гад,
Я его ненавидел искренне и на Майдан бузовал более чем, скажем так, откровенно. Ну, во-первых, во время его вообще-то бизнес все еще был возможен. Людей на улице не ловили. И вот эти кладбища огромные, коротко говоря, войны хотя бы не было. Какие бы мерзости и гадости вот этот зек и Синакиева там не творил, но жить было возможно. Сложно, но возможно. Заниматься бизнесом было трудно, но возможно. И вообще-то нам хотелось получше, именно поэтому нам это не нравилось. А коррупция, она что? Коррупция какая была в Украине? Она во всех остальных странах, за небольшими исключениями, типа Северная Корея, Исландия и так далее, ну, определенные специфики, она везде одинаковая. И это коррупция, которая внешне требуема именно внешним хозяевам. Каждый, который дает, что еврофонды, что евросубсидии, что вот эти так называемые помощи, что Международный валютный фонд, что Мировой банк, они свои откаты требуют и заставляют местных управленцев, чтобы они этим занимались. Ну, мой собеседник на кухне, наверное, не в таких подробностях, но в общих чертах и на таком интуитивном, спинномозговом, что называется, уровне, я думаю, что рассказал бы. Причем четко хочу как-то обозначить, что думаю, что украинцы и с той, и с другой, и с третьей, и с четвертой стороны, они, скорее всего, легко догадываются, что они не имеют дела с Зеленским как физическим лицом. Зеленский перестал быть личностью, перестал быть ФИО и перестал быть вот этой там симпатяшкой 95-го квартала. Ну, наверное, где-то уже к апрелю 22 года, когда его личная охрана стали менять на охрану из британских САС, и когда все его военные решения, особенно выводить войска людей из абсолютно безнадежных уже мест, где они точно погибнут, и зачем их там держать ради каких-то уже руин, черт возьми, чтобы люди погибались или возвращались по частям, что называется. Все это действительно надо было по-друговски делать. Но он, я уверен, на некоторое время, наверное, и хотел, а потом стал пользоваться запрещенной и любой другой фармацевтикой для того, чтобы с этими, скажем так, своими внутренними психологическими разборками находиться в каком-то динамическом не очень равновесии. Потому что и по внешнему виду человек, мягко говоря, с ним преображение, ну, не Господне произошло, что называется, его не узнать. Ну, И смотрите, только... давайте вот, чтобы плавно перейти к текущим моментам, интервью в электричке, ну, в поезде дал Зеленский, и из него очень много таких фрагментов, которые действительно заставляют задуматься. Первое, два момента хочу, чтобы вы прокомментировали, это именно касается отношений Украины и Америки. Значит, не надо делать сенсации из приезда Кушнера и Уиткофа. Это им надо, а не нам. Это им надо. Ну и понятно, второй момент, это то, что какие гарантии безопасности от Трампа, они не работают, потому что 2,5 года пройдет, и где будет Трамп, и где будут гарантии, поэтому нет. Причем и первый, и второй тезис разбивается жестко. Вариант первый. Так, а кому надо? Смотрите, складывается впечатление, что по Украине не бьют, война где-то там, народ не уезжает, экономика вообще прекрасная. Да, очередной, там каждый день новый рекорд по стоимости евро, доллар там растет. И это только просто мы берем курс валют. А что происходит с инфляционными процессами, с рынком труда? То есть, конечно, это надо Кушнеру и Уиткофу, это не надо Зеленскому. То есть вот эта вот манипуляция особенно въедливо как бы смотрится, потому что ты же говоришь о завершении войны, то есть какой-то стабилизации, тоже какую-то функцию свою президентскую должен исполнять, хотя ты уже и пересидел этот срок, поэтому непонятно, да, то есть можно ли от него требовать условно там уровня жизни, там поддержания чего-то, каких-то, тут тоже такой момент. Он всю дорогу избегал ответственности. Он собрал эту раду, всегда в Украине было СНБО, это просто, ну, там, кладбище кораблей, да, там, уже старых, потертых, какая-то свалка, то есть там политическая, туда отправляли людей, которые... А сейчас он сделал из него коллективный орган без ответственности, где невозможно понять, там, что ты решил? Вот есть решение СНБО, и по нему указ он издает. Смотришь на решение СНБО, кто голосовал? Да ну кто? Те, которые двушечку на Москву отправляли, те, которые там вообще непонятный состав товарищей, да, которые
которые принимают решения. Вот он избегает ответственности. Ну и, конечно, по поводу Трампа, кажется, маски сорваны. Все понятно. Он хочет пересидеть Трампа. Ведь, простите, ну, это же хамство последней инстанции. Сначала он говорит: я молодой, ты старый, а потом говорит: я в Украине навечно, а ты в Америке всего на 2,5 года. Более того, наверное, у него есть определенные то ли ожидания, то ли надежды, то ли и третье, и четвертое, что Трамп политически этот год не переживет. Вот этот текущий. Правда, у нас есть пословица, наверное, у вас тоже такая же: цыпля считают по осени. То есть еще не вечер, что называется, рано чокаться. Понимаете, это им надо. Он правильно сказал с своей точки зрения, вернее, с точки зрения тех, которых он представляет. Потому что он представляет точку зрения британцев плюс коалицию желающих. И британцам, и коалицию желающих прекращение войны и военных действий сейчас не нужно. Оно будет нужно только в том случае, если клуб триллионеров, который управляет Трампом, согласится на то, чтобы они, клуб триллионеров, американский клуб триллионеров, поделились и украинскими, и российскими, и русско-арктическими недрами. Только тогда война закончится в рамках, ну, если не считанных часов, то в рамках пару-тройку суток, а не даже недель. Они, если договорятся и Так а о подпишут... чем, подождите, о чем речь? Что поделились, договорились, о чем вы? Ну, я о том, что если сейчас война прекратится, вернее, военные действия, прекращение огня, назовем это так, есть 3 этапа прекращения огня: подписание перемирия на случай, если будет подписано, и подписание мирного договора на случай, если первое и второе были сделаны. Я продолжаю настаивать, что подписание мирного договора, то бишь окончание, конец войны, будет не раньше середины 30-х годов 20 века, скорее всего, второй половины 30-х годов 21 века. Но о чем речь идет? Речь идет о том, что коалиции желающих под верховенством Великобритании, как левый, так и правый берег Темзы, как и официальные верхушки, так и лондонского Сити, они настаивают на то, что вот эти недра украинские, они наши, 100-летний договор с нами сперва подписывали и ратифицировали в Раду 17 сентября 25 года. Это наше добро, черт возьми. А Трамп вообще-то вломился и заставил Юлию Свириденко, тогда в статусе министра, не премьер-министра, подписать с Скоттом Бессентом договор на те же самые недра, отдать их Америке. И Трамп при этом предварительно, но не оформлено, в стиле духа Анкориджа, заполучил вербальное обещание Путина, что если ты нам поможешь, во-первых, решить вопрос с территориями Донбасса, чтобы мы рапортовали нашему народу, что мы, понимаете ли, победители, и снимете с нас все санкции, мы поделимся нашими российскими недрами и недрами российской Арктики вашими американскими компаниями. Здесь разговора британских, либо европейских, либо каких-то других нет. Единственный, исключительно клуб триллионеров, представляемый Трампом. Поэтому есть прямой конфликт интересов. Поэтому Зеленский является фронтменом, который, должен удержать фронт с Россией ценой, кровью и смертью и страданий жителей украинцев до того, как коалиция желающих, скобка под предводительством Великобритании, сказали, что будут готовы и лично воевать с Россией на этих фронтах, но они обозначивают рубеж 29-30 годы. До 29-30 годов, с точки зрения коалиции желающих, если нам не передадут не только половину недр Украины, которые должны быть целиком наши, ну и половину недр России и половину недр российской Арктики, это, конечно, уже условно, но очевидно, что они не готовы уже только на недра Украины договариваться, то мы продолжаем нажимать педаль газа на смерть, на войну, на страдания, потому что нам кто-то должен выиграть время, пока мы приготовились, потому что Приготовились мы к чему? к войне с Россией. Нет, смотрите, тут идет очень прямой вот такой геополитический разлом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. В этом же интервью там Зеленский, у него сейчас новая история. То есть ему, видимо, сказали, сконструировали этот конструкт и дали. Ну, как бы разжевали и дали. И он говорит: смотрите, ну, типа, понятно, что НАТО не будет. Все.
То есть Конституция, она в принципе, можно как бы, ну, скажем так, использовать в неделовых целях эту бумагу, да, на которой она напечатана. Но тем не менее, как бы НАТО не будет, все понимают. Но сейчас же идет какая-то вот у него прогрев какой-то новой конструкции. Значит, там Польша, Север, там, да, вот Лондон, потом дальше Турция, и вот получается такой новый союз. Это же крупнейшая армия, это же это союзническая история может противостоять России, может прям реально. То есть он не мыслит уже там типа Украина, армия Украины. Нет, он там, вот смотрите, поляки, тут прибалты, там шведы, конечно же, да, вот это вот турки, то есть прям такая ось у него вырисовывается. И это уже звучит несколько раз в тех или иных формулировках. Как и постоянно это вкладывается в канву противостояния, когда он там крошит батон на Лукашенко, говорит, я тебя украду, и сейчас такая обоюдная заруба. Лукашенко говорит, на нас готовится нападение со стороны Украины, Украина говорит, со стороны Беларуси россияне будут нападать, опять дубль 2. То есть это укладывается в формат. Но сегодня выходит Урсула фон дер Ляйен и выдает несусветное. Значит, мы должны добиться успеха в объединении европейского континента, чтобы он не находился под влиянием, и перечисляет 3 страны. Ну, России понятно, да, это же как бы противник. Китая, который выступал таким очень интересным союзником в этом всем противостоянии, да, с Трампом по пошлинам, по тарифам. Хорошо, Китай отмели, но тут опять внимание, Турция. То есть, чтобы Турция не влияла на Европейский Союз. А это же четко, без Турции не работает конструкт Зеленского. Такое ощущение, что там идет какой-то разброд и шатание даже в этих стратегических, каких-то таких больших и глобальных целях. Ну, то, что есть разброд и шатание, это безусловно. То, что Урсула фон дер Ляйен начинает быть похожа на Анна-Лена Бербок и на вот эту странную девушку с внешностью школьницы, но с интеллектом увянувшего растения под названием Кая Каллас, вот эти 3 дамочки, они, честно говоря, друг друга стоят. Европу нельзя недооценивать. Если Европе дать время, время именно то, которое они уже обозначили. Они правильно рассчитали эти свои сроки. Вспомните, как гитлеровская Германия, в каком она состоянии была в начале 30-х годов 20 века, когда еще Гитлера не выбрали. То есть, допустим, около 31-32 год. Ну, Ваймарская республика – это тележки, на которые там груженные деньгами батон хлеба, либо полбатон хлеба. Это ужас и кошмар. К 1936 году, 3 года спустя, Германия справила Олимпиаду, вот так на минуточку, и подъем, и процветание, и развитие, экономика, и технологии уже шли. А еще 3 года спустя мы знаем дальше продолжение, которое, наверное, ну, по крайней мере, наши с вами поколения, я надеюсь, те, которые помоложе, может, вообще ничего не знают, но не будем сейчас ликбезом заниматься. Коротко говоря, подъем, когда страна управляется правильным с точки зрения не только внутреннего менеджмента, но и с точки зрения внешнего могущественного кивка, внешних финансистов, внешних, скажем так, политинженеринговых намерений там, больших игроков. Когда они дали добро, то тогда Германия из побежденной страной внезапно становится самой сильной страной. Германия, которая должна быть военно оккупирована по результатам Первой мировой войны и вообще-то униженная в смятку, вот Германия быстро поднимается. Сейчас, если кто-то публично, либо Великобритания, либо Америка, либо и те, и другие, в силу определенных обстоятельств, порвут этот канцлер-акт, который все канцлера до сих пор обязаны подписывать, и который свободно, легко можно найти в интернете, можно сказать, фототипную копию, прочитать с осмыслением, что там указано. Ни Турция, ни Польша. Германия – это ключ ко всему. Вечная Германия – ключ ко всему. Если с Германии снимут вот эти, скажем так, ограничители, это я деликатненько выражаюсь, это 90 с чем-то американских военно-оккупационных баз, они сейчас почти полностью
пустые, только законсервированные, так скажем, и 6 или 7 британских бронетанковых бригад, которые не законсервированы, которые функциональны на территории Германии, которые имеют военно-оккупационный статус. Если вот этот статус будет снят, а скорее всего к концу 20-х годов 21 века он будет снят, то тогда Германия к 29-30 году, если отрапортует, что да, мы готовы воевать, и тогда они появятся на полях многострадальной Украины против России, которая к этому моменту будет достаточно сильно обескровлена, достаточно сильно помята вот этими санкциями. И если сейчас Трамп зайдет с этими американскими компаниями, и они начнут добывать, и самое главное, снимут санкции, потому что это есть цена вопроса для доступа, потому что ты не можешь сохранить санкции, и твои компании появляются туда, они не могут даже оформиться, потому что они в статусе иноагента, санкций против санкций, они имеют зеркальные отношения. То есть нужно, чтобы они могли оперировать. Для того, чтобы оперировать и экспортировать, и выносить капитал, добро и все остальное, нужно снять эти санкции. А если снимут эти санкции, Россия усилится. А если Россия усилится, это им очень остро не нужно, потому что к 29-30 году им будет тяжелее, а может быть и Украина не дотянется до 29 года, если Россия сейчас усилится. Поэтому они не согласны с сценарием Трампа. Пока Трамп категорически не согласился поделиться с ними вот этими недрами, которые Путин ему обещал. Путин обещал, не подписал. Это не оформлено, потому что есть предварительные условия. Там описано с апреля месяца прошлого года 28 пунктов, которые потом мутировали на 21, на 19, на 18 и так далее. Обсуждались подробно, сейчас повторять не будем. Но там всегда есть. Во-первых, дайте нам Донбасс, иначе нам придется его отвоевать. И тогда, наверное, мы тоже поменяем условия, как кого что будем пускать. Гарантии безопасности без натовских иностранных войск на территории Украины, Запорожская атомная электростанция и т.д. и т.п. И весь этот букет, там очень понятно. Что нужно России? Если это, конечно, будет сделано, многие говорят, так это же капитуляция Украины. Какая капитуляция какой Украины? Уж извините. Она и так является прокси. Это не самостоятельное государство. Это даже хуже, чем колония. Это протекторат, это подмандатные территории. У колонии есть нулевой суверенитет. А у подмандатной территории протекторатов это отрицательный суверенитет. А отрицательный суверенитет означает, что правитель вынужден делать не только вещи, которые невыгодны и вредны для населения, для налогоплательщика, а невыгодны и вредны для него самого и для окружения его. А Зеленский вынужден именно на такие шаги идти. Потому что и с его репутацией, с его СБУ, с его там, как это, НАБУ, или как, не НАБ, там это прокуратура, которая у вас, САП, да, специальная антикоррупционная прокуратура, все это инструменты внешние, которые он вынужден идти на вред себе самого. Да, он, конечно, урывает все, что можно, но его система, она нестабильная, она сыпется, административно я имею в виду. Что Ермака удаляет, что другого, что Арестовича, что там Федорович Залужный снимается там с определенным там дипломатическим, можно сказать, замашкой на президентство, что британцы уже готовят замену. Они всегда готовят. Для каждой колонии они всегда готовили пару-тройку запасных вождей, чтобы они подкалывали того, чтобы он не расслаблялся и не суверенизировался. Они всегда так делают. То, если он думает, что они специально для него это придумали, это извечная британская технология. Никогда другой не было. Финди и Раджа против Раджа. На финале, после того, как они сражались, мы здесь рефери. В Америке индейские племена воюют, потом мы рефери. Понятно. Но как на это хамство ответит США? Или США просто не до того? Это же такое хамство советской буфетчицы, да, которая тебе бросает тарелку, говорит, тебе надо, ты ешь, ты пришел поесть, понимаете? Прям жестко, например, по американцам. Хотя в принципе, с другой стороны, если посмотреть, это тренд европейский. Вы же видите, как он перессорились со всеми практически. Со всеми. То есть там не только там Урсула, вот эта вот элитка, да, такая подружка Мелани уже не подружка. Все, то есть у нас вообще наступает какая-то новая политическая реальность, где Трамп плохиш, и с ним дружить нельзя, что это нехороший человек, Папа Лев не даст соврать. Тут вообще крестовый поход объявляют против Трампа. Но деликатненько. Есть один эксперт, он сейчас в силу обстоятельств, я не буду называть, ссылаться, но мы там с ним говорили, в силу обстоятельств не может выходить. Он говорит, смотрите, Трамп шут.
у него модель поведения шута геополитического. Не надо путать с клоуном. Это не обидное понятие. Это вот именно то, что он должен быть в эпицентре внимания, он должен вот это вот все рынки. Сейчас там опубликовали очень интересное там по датам прям буквально как это... Ну, короче, торговля, да, инсайдами. То есть они знали, что будет такое заявление, как рынки себя поведут, и заходили в торговлю. Это мошенничество, да, на фондовые рынки, там, крипта и так далее. То есть, он почему на папу римского наехал? Потому что должен быть один папа. Ну, то есть, в смысле, должен быть он. А вот если так вдуматься, давайте правда подумаем. А если бы вот условно сейчас не было Трампа? Ну, там была бы какая-нибудь Камала, или, ну, кто там, Камала, да, например, или что-то еще. То есть процессы бы шли точно так же, но честно, всем бы было бы как-то спокойнее, какая-то вот такая... Было бы менее весело То было есть, бы. а тут прям он всех веселит, он забирает на себя внимание, он говорит: открою Ормуз, закрою Ормуз. Иранцы, я вас победил, а иранцы, давайте я вам денег дам. Режим уничтожил всех. То есть, понимаете, он крутит, вертит, мутит, но в этой мутной воде хаоса он как бы идет по стратегической дорожке, намеченной, кстати, не им еще, да, а в принципе Соединенными Штатами Америки. Это все движение идет в сторону Китая. Это просто такая промежуточная остановка, вот эта вся чехарда, которую мы видим с Ираном. Вот сейчас, ну хорошо, год продлится, хорошо там, ладно, кто как говорит. Кто больше, кто меньше, кто говорит, что завтра все закончится. Эти переговоры, вот они сейчас съедутся, договорятся, как бы попустят, правила игры установят, и все нормально. Но дальше-то все равно Китай, Индотихоокеанский регион, вот 100%. И он, в принципе, идет просто как баламут, как вот шут, как вот такой паяц, вот это он так разнузданно себя ведет. Ему там, говорят, от него уже отказываются. Такер Карлсон извинился, вышел в эфир. Говорит: ой, простите, пожалуйста, я, просто извиниться, это, наверное, нет. Такер кается за то, что поддерживал Трампа, как и все остальные. Трамп усвоил яркого стиля Владимира Вольфовича Жириновского. Это политический стиль Жириновского. И то, что вы говорите, открываем, закрываем, и опять открываем, и опять закрываем Ормузский пролив, бить будем, не будем бить, будем мириться, будем бомбиться, все это осциллации. Вот эти осциллации на биржах шикарно монетизируются, потому что это влияет на все. Да, в Америке торговля инсайдом это по 200 лет тюрьмы грозится. Но если ты лицо достаточно аккуратно приближенное к Трампу и знаешь его планы, или вернее он тебе просто задачи дает вот этим сказать, вот тогда-то я такое скажу, вот чтобы готовились и скупали, либо продавали так и так по таким и таким, до того момента, пока я опять выйду и опять это скажу, пока эти корабли 3АУГ, то есть авиационные ударные группировки, не соберутся, пока вот эта неделя, 21 число, это сегодня, должны были бы начинаться переговоры, а не начались, а может быть и начнутся до конца дня, а может на завтра. Они тянут резину, потому что им нужно собраться для наземной операции. Наземной операции, которая опять начнется военно-воздушной операции, то есть подготовительной. И это будет относительно коротко, но ужасно интенсивно. То есть это будет в рамках 1-2 недель. Для этого ему нужно действительно собрать. Там силы продолжают прибывать. Никто ничего не сокращает. Там уже под 120, может, по 150 тысяч вооруженных людей там есть, готовые. Так что то, что Трамп, вы говорите, не может ли он вот эту букашку под названием Зеленский смять? Теоретически может, если Трамп был бы всемогущий. Но, очевидно, он не всемогущий, потому что вот эта букашка – это не букашка. Да, у нее есть ФИО, есть фотография, наверное, есть даже мобильный телефон, и даже, наверное, есть и банковский счет. У Зеленского, я имею в виду. Но Зеленский является ярлыком другой программы под названием Commonwealth. Если убрать вот эту картинку этого ярлыка, программа остается. Тогда могут поставить Буданова, могут поставить, неважно кого, Ермака или третьего, четвертого. Он будет выполнять тот же самый функционал. Зеленского можно, конечно, мы много раз это говорили, дальше
совет, приказ Илону Маску: Илон, ну прекрати Starlink, ну на технические работы, ну здесь Пентагон, Пит Хексет, ну Пит, ну слушай, ну прекрати разведданные, на недельку, черт возьми. Ну тогда, естественно, во-первых, фронт будет сыпаться, Россия усилится, Россия пойдет вперед, и что окажется? Он давал фору России для того, чтобы Россия усилилась. Хорошо. А Россия за это, Кремль за это будет благодарен? Кремль за это не поменяет даже условия, на которые сейчас готов, и не скажет, а мы Нет, стойте, сейчас так более это сильные. стоп, это же условия для Украины. Не, и если он сделает плохо, Смотрите, тут если очень... он накажет Зеленского, он усиливает Россию. И? Войну усиливает Россию. И в результате этого, усиливая позицию России, вот эти пункты, которые должна Россия выполнить, она может их поменять, потому что она усилилась. Каждый раз, когда Зеленский усиливается, он говорит, а условия переговоров уже другие. И Нет, чисто... подождите, ну тут очень разное... Стоп. Тут очень разное... Тут, понимаете, сквозит непонимание России. Россия, как вот... Как Кремль, бы, не Россия, ну, Кремль. Кремль, да. Кремль, как, скажем так, уперся сначала в Стамбул, помните? Вот тут первый. В Потом... Стамбуле они были готовы на такое, что если сказать россиянам, они вилами вынесут кремлевские... Нет, тогда нет. Тогда нет. Ну, если... Нет. Тогда нет. Тогда историю- все было нормально тогда. Было бы все, как бы и Россия бы восприняла, все в шоке были от этой... Все... И Крым даже готовы были пересмотреть, чтобы там референдум был. Ну, Конечно, там сколько, 15 лет фигурировал, он какой-то Типа срок, да, да, там обсуждалось, 50, 15, то есть там, но, погодите, тогда войны там было 3 месяца, сейчас 4 года плюс, полтора даже полтора. понимаете? Тут как бы тут разница уже большая. Они вот как, они четко последовательно, как берут, допустим, рамку вот эту, что Путин объявил, отступление, вывод войск, садимся за стол переговоров и поехали по пунктам, там, Украинская православная церковь, русский язык, короче, все это, скажем тогда, политзаключенные, все это вместе, и, в общем, и давайте говорить. То есть, мы просто вбились, как, я не знаю, как бараны все вот в эту историю с Донбассом. И Зеленский нам ее качает. Почему? Потому что ему это выгодно. Типа, мы не отступим, это для нас поражение, уйти из Донбасса. Но уйти из Донбасса – это только начать переговоры. Это только начать вот это отношение, допустим, между Россией и Украиной. Это только начать обсуждать, а какая армия, какого количества. Чего Зеленский вот это вот все масштабирует? Ему надо эти 800 тысяч. Никто денег не даст. Все понимают, что если не будет ВСУ 800 тысяч, ну или 600, или там 400, по разным бумажкам это все гуляло, это численность, но такого вот боеспособного, наученного на современной войне, с дронами, с роботами, со всякой этой всей историей, то нахрена он нужен? Ну, то есть, это будет разбитая вот эта Босния и Герцеговина или там какая-нибудь латиноамериканская страна после войны. Ну, Парагвай, хорошая история, то есть, да. Вроде страна была такая приличная, да, так все было хорошо и красиво, а потом мужиков всех выкосили, да и все. То есть, он понимает, что его основная зацепка быть интересным – это армия. Мы же воевали, мы же с каким противником воевали, а вот мы сейчас будем вас защищать, мы щит Европы. И он это пытается продать и в долгосрок. Только возникает главный вопрос. У России все стабильно по условиям. Они могут вот сейчас что-то поменять, если силой захватят Донбасс, они тогда будут претендовать, возможно, на какие-то другие территории и другие условия по армии, по внутренней политике, понимаете? То есть тут вот в чем как бы ситуация. Но Зеленский говорит, будем воевать, то есть тянуть время. Но тянуть время, опять-таки, все почему-то думают, что Украина какая-то неубиваемая. Если ее там не добивают и не разрывают, там имеется в виду, пополам по Днепру, выносом мостов или каких-то... То есть война же в Иране показала, как можно. И мосты бомбить, и руководство бомбить, и все можно. Но этого не делается, потому что за кулисами другие торги. Другие, о другом, о том, о чем вы, наверное, сказали в самом начале. Ну, я другого, скажем, объяснения, то, что там происходит буквально с самого начала, если хотите, даже 16 июня 2021 года, когда Байден договаривался с Путиным на берегу славного Женевского озера. Потому что война не просто странная, а обеим сторонам постоянно запрещали делать то, что любые нормальные
скажем так, воюющие стороны, когда они хотят добиться какого-то военного успеха, либо выполнения каких-то военных задач, они их выполняют, особенно тогда, когда у них есть возможности. И у той, и у другой стороны возможности были, ну, там, естественно, периодами, скажем так, волнами, но они ими не пользовались, и, честно, каждая сторона говорила, потому что западные партнеры нам не дают, нас сдерживают, нам запрещают, а так им и сдают, а говорят, не будете лупить по территории России, а потом они не дальше, не больше, там 50 или 80 километров, и то только по военным объектам, и всякое такое, и всякое такое. Вы можете себе представить, что Гитлер или Сталин, не знаю, обсуждали вот такие вещи и воевали вот этими тяни-толкай. Это почти похоже уже на борьбу нанайских мальчиков, только, к сожалению, убийных людей здесь сильно больше. Нет, если кто-то хотел действительно добиться каких-то результатов на этой войне, войну можно было решить, в первом году можно было решить за меньше, чем месяц, а сейчас, если руководство России будет другое субъектное, можно решить за полгода. За полгода можно это решить. Если во главе Кремля был бы не Владимир, а Александр Григорьевич Лукашенко. Это я условно, я не интриганствую. Ну, типа человек, который, во-первых, служил, во-вторых, хозяйственник, в-третьих, государственник, в-четвертых, нормальной и жесткой хваткой, который, когда построит определенную вертикаль, чтобы она работала, государственная, она работает. Даже при условии, что нету недр, газа, нефти, золота, алмазов, ничего этого нет, и даже флота нет, и даже выхода на морях нет. Но все равно работает. Я это видел своими глазами, я продолжал держать руку на пульсе, там все работает. А Украина, которая была в 10 раз больше, 10 раз богаче и 10 раз энергетичнее, все, и выход на морях, и горы, и минералы, и все. А Россия, которая, не в 10, а не знаю, сколько раз больше. Много там, 15. Нет, я, кстати, с вами, не так по форме, но по сути я соглашусь, что если бы не Путин, война была бы совершенно другой и гораздо быстрее. Да. То есть... И как бы удар был по-настоящему бы обезоруживающим. И вот эти удары были бы обезоруживающие, конкретные, четкие. Я не говорю, там ядерка, там не ядерка, то есть даже без ядерки. То есть по-другому себя вели. Это точно. И это не было бы 5 лет 100%. Но, видите, вот такая же тактика сохраняет, получается, в России мирную жизнь. Даже несмотря на трагедию там Туапсе с экологической катастрофой, да, которая там нефть, все вылило, Усть-Лугу, разные заводы, разные там, вот эти поражения и ущерб прямой, и там экологические, и человеческие жертвы на приграничье, и на тех территориях, которые как бы украинские, но теперь перешли под контроль России, там тоже, собственно, война наносит урон, безусловно. Но в целом страна в мирной жизни. Украина в целом, не в мирной жизни, а в заднице. Западная часть Украины в целом тоже в мирной жизни. Побомбили там 5-6 раз за эти 5 лет Львов, Житомир, Хмельницкий там и так далее. А в целом там нормально, там почти Куршевель, там что, нормально, что? Плохо, что ли? Каменец-Подольский, там Хмельницкий, классные местечки, я там был, знаю, и сейчас они классные, Ужгород вообще шикарненько. Что там, ТЦКшники немножко зверствуют, если ты турист, если это самое, если все там, чем не мирная жизнь? Россия заплатила за эту мирную жизнь больше 1,5 миллиона убитых, и от 3 до 5 раз больше раненых. Правда, об этом, конечно, не принято говорить, и поэтому закрывают средства информационные, потому что даже Телеграм, потому что люди фоткают, обмениваются. Если у тебя есть телефон, ты уже репортер, ты уже репортаж, ты уже сфоткал, прокомментировал, датку все показал, гроб показал и так далее и тому подобное. И социальные проблемы, и обман государства тоже вообще-то обсуждаешь. Поэтому это надо закрыть. И закрывают. То есть то, что не закрывается ни в Украине, которая воюет не менее, скажем так, тяжело, ни, скажем так, у этого агродиктатора, ужасного последнего восточноевропейского диктатора Белоруссии, это не закрывается. Где еще? В Туркмении, по-моему, не закрывают. В Северной Корее не буду брать в расчет. Где это закрывают? Вообще нигде такое не делают. А нет, в России, потому что мирная жизнь закрывают. Мирная жизнь, она, понимаете, Второй мировой войны, когда погибло 20 с чем-то миллионов советских людей, мирная жизнь за Уралом, она все время была мирной жизнью за Уралом. Правда, страна не жила с иллюзиями там за Уралом мирной жизни. Они все прекрасно понимали, они жили в другой информационной среде, которая адекватно им рассказывала и описывала, что страна ведет смертный бой на выживание,
у нас все для фронта, все для победы, и наша цель на Берлин для того, чтобы уничтожить источник зла, иначе всем нам плохо А и где хана. этот источник зла в настоящей, А вот скажем так, правильно, войне? тогда был Берлин. А сейчас что? Брюссель, Берлин, Лондонград, Вашингтонск, может, там, где Давос. Да, вы правы. Уже нет такого единого адреса. Уже понятно, кто Так основные там... в этом-то и история, понимаете? Если бы раньше политика была реальная, сейчас она виртуальная. Если раньше мыслители пользовались, там были великие люди, советники, уважаемые люди, сейчас искусственный интеллект всем советует, понимаете? Бой стилю Ну, то есть происходит. получается очень интересная история. Тут кто-то скажет, технологическое развитие– это деградация. Ну, это Согласен, деградация, согласен. Да. потому что ты получаешься подчинен вообще непонятно чему. Ну, то есть вообще непонятно чему. Вот выходит этот палантир и говорит, все, о том, что все народы и государства, нации равны, забудьте. Милитаризация Германии– это хорошо. Милитаризация Японии– это хорошо. Мир теперь будет только управляться через силу. Кто сильнее, тот и прав. Вообще, как бы по-другому все будет. Это книга руководителя Палантира, которую там выдержки опубликовали вчера там в соцсети. Палантир– это корпорация, искусственный интеллект, новые проекты, которые сотрудничают напрямую с Пентагоном. Ну, те, которые хвалился, которыми Трамп, и который там радовал, ну, не то, что радовался, а который, ну, в общем, радовался тому, что у них такие технологии. Правда, девочек убили 150, перепутал искусственный интеллект целенаведения, и вот так получилось. И вы заметили, как все заткнулись? Да, заткнулись. Ну, а чего? Ну, да. Но они все говорят, мы проведем расследование. А где расследование? Не будут обнародованы эти результаты расследования, потому что это расследование не по убийству девочек в Потому что не Иране. закончила, потому что война не Да закончила. Просто нет, всегда есть. не в войне Знаете, дело. Нет, это расследование, почему ошибся искусственный интеллект. Это не расследование в плане там какого-то преступления, это расследование в скобочках, это вот просто ну, новая перепрошивочка, как сделать так, чтобы, ну, условно, избежать вот подобных вещей или понять, почему при целенаведении искусственный интеллект выбрал этот объект. А на девочек плевать. Понимаете? То есть вот какого рода расследования они проводят. И нам сейчас говорят, готовят, будет очень интересный, дивный мир, в котором кто сильнее, кто-то прав. Вот и весь миропорядок. Так возникает вопрос, когда немцы перестают строить автомобили и строят оружейные заводы, там дроновские заводы, то смотрите, о какой тогда мы Европе говорим сейчас? мы говорим о Европе, которая, мягко говоря, сильно подневольная, которая будет инструментом для уничтожения. Потому что где-то как-то на каком-то достаточно высоком уровне, не политическом, а выше политического, принято решение не просто опустить Европу, а сократить белые расы, которые больше всего проживают на этом небольшом полуострове и в разе под названием Европа, который думает, что она является континентом, но это, мягко говоря, неправильное географическое заблуждение. Да, теоретически Европа должна быть до Урала, там, до Каспия, и так как нам в уроках географии рисовали, ну, чисто по географическим правилам это единый континент, Евразия называется, и это небольшой полуостров, где скоплено 450 миллионов, ну, под 500 миллионов населения. И это население там, ну, даже с учетом европейской части России, ну, побольше, это население было двигателем технологического прогресса, было двигателем экономик, было двигателем концепций, было двигателем культуры и искусства, было двигателем на долгие века много чего. И по каким-то, пока что не хочу обсуждать в подробности, потому что опять не туда уплывем, вернее, нас обвинят в том, что мы не туда уплыли, а документалистика как раз есть на вооружении для доказательственной базы. Но принято решение. Вы знаете, сколько процентов европейная раса в начале 20 века была на планете Земля? 21%. А знаете, сколько сейчас? 8,2%. Это сокращение, которое продолжает сокращаться. То есть, естественно, уровень воспроизводства жителей Европы, не назову белых людей, назову жителей Европы,
оно продолжает оставаться меньше 2.3, а это 2.3 на одной женщине, детишек, это уровень простого воспроизводства. Не двойка, именно 2.3, потому что вот так оно. Ну, 2.1, 2.3. И там все глубоко ниже единички, иногда немного больше, глубоко ниже двойки и немножко больше, чем единички. То есть убыль настоящего, скажем так, титульного населения у всех стран Европы, практически за исключением, наверное, Польши. Я другой страны, которая более-менее сохранилась и которая более-менее сохранила свою этническую монолитность, не знаю. Наверное, это тоже внешний проект, потому что Джордж Фридман, если вспомнить 2013 год, Чикагский совет, Chicago Council, Тим Брандт, Ник Брандт был модератором тогда, он говорил, наши решения, наше мнение принято. Будущий сильный человек Европы будет Польша, не Германия, а Польша. И Польша должна быть тем большим клином, который должен обеспечить отсутствие воссоединения Германии, немецких технологий, образований и всего остального с российскими ресурсами. То есть от Польши требуется и ожидается, чтобы она была одинаково антирусской и антинемецкой. И для того, чтобы Польша была не одна, это уже мое продолжение, они создали так называемую Вышеградскую группу, которую раньше называли НАТО внутри НАТО. А мы в Болгарии ее называем Вышеградская четверка, потому что это 4 страны. Это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, от которых требовалось быть первым ударным железным военным кулаком против большой России, не та формальная Россия, именно против большой. Беларусь, Украина, Россия. Для них это все русские и Россия, как бы они там между собой не определялись, либо мы им не сказали, чтобы они какие-то различные. И они подобрали страны, у которых есть какие-то относительно недавние, скажем так, не больше, чем 100-150 лет назад, исторические основания генерировать, воспроизводить и размножать какую-то русофобию. И они это взвинтили на мах. И для того, чтобы они действительно воевали, для того, чтобы это было не просто настроение людей и, скажем так, каша в голове, либо там жижа какая-то в головах, а чтобы была и военная возможность. И единственные страны, где сохранили вооружение Варшавского договора, то бишь советского образца, производство военно-промышленного комплекса, который производил того же самого, Польша МиГ-29 ремонтирует, так на минуточку, что называется, это именно эти 4 страны. В Болгарии все распилено, все уничтожено, все выведено, все заставили ликвидировать, потому что болгарский народ страдает нелечимым и непростительным заболеванием, какой-то исторической любовью к России, и 36-37 лет почти скоро будет, но эти 70-80% продолжают относиться положительно к России. Да, какую бы верхушку там им не вмонтировать, которая должна извергать злостную, скверную русофобию, извергать-то извергают. А вот народ 70-80% продолжает быть таким. Ну, а что, значит, что показали выборы? Ну, стала Болгария пророссийской. Вы уже как бы пламен, я так полагаю, что вот уже сколько, 2 или 3 суток, 2, да? Ну, там 2 суток вы уже по российской Болгарии живете. Как ощущение? Ну, это, конечно, немножко такое, мягко говоря, заблуждение, но как получилось так, что Румен Радев, кстати, он земляк, он здесь, из Димитровграда, из моего родного города, 2 года старше меня, закончил вот эту математическую гимназию в соседнем областном городе, который здесь 17 километров отсюда, отличник, действительно отличник, и потом военно-воздушные училище, то есть школа там Долна Метрополия, военно-воздушный ас, он действительно ас-пилот, это и американцы признавали, и русские инструктора признавали. То есть в этом плане он полный отличник, слов нет. Но он говорил, НАТО – это вообще-то наш выбор, Европейский Союз – это наш выбор, то есть он такой евроориентированный, как и все до этого. Раз. Но как получилось так, что он заполучил больше голосов, чем следующие 3 формации в болгарском парламенте вместе взятые? У него все равно 1 400 000 с чем-то тысяч голосов. У следующих 2 формаций, у первой 400 с чем-то тысяч голосов, у второй 400 чем-то, у третьей не помню там сколько, под 200 с чем-то, или не суть, но все равно он взял больше. Когда проводили его кампанию, очень дорогая, там олигархат подключился на максимум, кстати, болгарский олигархат, они тоже не бедные люди, они
использовали вот фотографии, особенно в последний день кампании, когда самые яркие впечатления, последний день самый сильный день, они как последний кадр в огромном зале арена Армеец, это 20 тысяч человек были там собраны на заключительное это самое, на огромной такой видеостены показали фотографию Румина Радева с Путиным. То бишь это типа пропутинский человек. А на самом деле они до этого показали несколько фотографий, как он ручкается и фотографируется с другими мировыми лидерами. Ну, Путина, во-первых, оставили на сладкое, во-вторых, показали на дольше, в-третьих, все именно это нафоткали, стали размножать из болгарской благосферы. То есть это сыграло ему на то, что все маленькие партии, которые были откровенно и ярко пророссийские и говорили об этом, а Радев об этом не говорил, потеряли свои избиратели, потому что они стали голосовать за Радев, потому что они в Болгарии тоже подумали, что он, ну, типа, хотя бы он будет нормально с Россией вести разговор. И в одном интервью он сказал, нужно восстанавливать диалог с Россией. Он это действительно сказал. Так что Радев, человек, знаете, я думаю, что Радев, может быть, надо приличить Андреем Бабишем. Андреем Бабишем это не Петр Павел, который был чешский, помните, там натовский генерал, приятно такой, солидно, симпатично выглядящий, но на самом деле извергающий обязательной служебной русофобии. А Радев, как он говорил, что Россия агрессор, а на вопрос, чей Крым, говорит, ну, слушайте, чей Крым? Ну, смотрите, какой флаг там. Ну, флаг там российский. И русские считают его русским. Если нужно это менять, нужно там сражаться. Те, которые хотят это менять, они там сражаются, пока у них успехов нет. Поэтому не надо меня спрашивать, чей Крым. Крым тем, у которых там флаг есть. Если флаг есть, значит, он такой. За это его, конечно, разрывали. Но самая большая поддержка и самую большую опору Радева для того, чтобы сейчас определяли его как пророссийским, знаете, кто сделал? Я бы на его месте, если я был бы миллиардером, дорого им за это заплатил, потому что это классная работа. Вот это либерально-демократический, служебно-русофобский, проамериканский, прозападенский, пронатовский сектор, который все время свою кампанию строили только на одно – если Радев выиграет, вами будет править Путин. Радев пророссийский. Они кричали, они построили, вылепили ему такой образ, что даже те, которые чесали репу и думали, что это за птица такой Радев, они начали думать, ну, если вот так постоянно повторяют, наверное, может быть, почему? И стали голосовать за него. То есть они хотели его как бы очернить в глазах Брюсселя, Вашингтонских всех, а получилось наоборот. Болгарский народ как раз именно поэтому и поддержал его. Вот такая ситуация. Ну, как он представит себя, предстоит посмотреть до конца этого года. Будет Может, мы слишком... Если он поедет на 9 мая на парад, значит, да. Если он не поедет, как не был последние несколько лет, специально, хотя его приглашали, если он поедет на парад Победы, я скажу, там уже идет курс на нормализацию. Если он не пойдет, значит, это была политическая демагогия и лицемерие. Нет, ну смотрите, тут тоже такой момент. Орбан же тоже на парады ездил. А потом сказали, да не дружили мы с Орбаном, россияне. Просто партнеры были, ну то есть, да и все. Тут как бы понятно, что это политика. Меня интересует вот такой момент. Сейчас Мадьяр ведет себя достаточно жестко, но он еще пока не, условно там, не в кресле, но уже готовится и начинает говорить, ага, вот там все ставленники Орбана, в общем, всех будет разгонять, канал закрывает, такой достаточно жесткий. И очень непонятная история с дружбой. Внезапно вчера появилась информация, что сегодня тестируют дружбу. Однако тут очень интересный момент. Это же не Мадьяр, это уходящий Орбан. То есть тут тоже очень такая, как бы, межвременье определенное срабатывает с точки зрения политической истории. Ну да ладно, дружбу тестят и, судя по всему, запустят. Смотрите, и вот тут главная дилемма. Ну, Мадьяр еще деньги не отдает Зеленскому, говорит, мы не знаем, что это за деньги, вот эти инкассаторские. То есть мы еще разберемся, да, кому они предназначались. То есть Мадьяр, суть пока что, делаем о нем вывод, он неудобен конкретно под вот эти интересы, под которые там его, например, Зеленский поддерживал вовсю.
Как бы Трамп о нем высказался четко, что да, там Орбан, я ставил на Орбана, но Мадьяр поиграл, ничего страшного, будем работать. То есть еще у новоизбранного политика такой кредит доверия, гандикап, баллы, фора какая-то. Пускай там небольшая, но фора. Для международных контактов, для контактов, ну и внутри тоже. Да? Тем более, что сейчас он еще не зашел конкретно, не стал премьером. И вот тут возникает очень интересный момент. Но стратегически, давайте представим, Россия качает нефть в Европу, а Европа вся такая милитаризируется и готовится воевать с Россией. Ну, как парадокс, понимаете? Ну, какой-то парадокс. Может быть, просто вся эта война, это вот эти все пугалки, страшилки исключительно для того, чтобы, ну, просто деньги лежали в правильных карманах. Кто-то обдурил Трампа, а кто-то обдурил свой народ, а кто-то, собственно, продержался какое-то время у власти, а кто-то, собственно, ну, там, как-то выиграл что-то на будущее. То есть, а всем вот это вот гонят пургу про какую-то несусветную войну, про какую-то там вот, сейчас пойдут эшелоны, сейчас опять шведы нападут, сейчас опять там немцы встанут, воспрянут духом, и как будет заруба, и будет мировая война. Ведь давайте будем честны, ну, поколение же слабое, ну, очень слабое поколение. Ну, то есть, там, изнеженное, что ли. Малообразованное, это, конечно, плюс. Он больше на чашу весов, что война будет, потому что тупые, они как бы вот. Легче. Но с другой стороны, ну как бы все хотят жить, все хотят нормально себя чувствовать. Это просто что в Украине нашлись идиоты, да, которые именем войны сохраняют власть, зарабатывают деньги и так далее. Но есть же на чем зарабатывать и другом у этих спонсоров войны. Да, сейчас это типа модно. Ну, типа масочек, которые при ковиде, помните, все штамповали эти маски, шили их. Просто была такая волна. Ничего страшного, сейчас как бы перевернется мода, да и все там роботами начнут увлекаться, будут в роботов инвестировать, в каких-нибудь доставщиков, которые будут забирать у людей рабочие места, будут эту проблему решать, там базовый доход опять вернуться к этой истории. То есть, ну, просто... Безусловный базовый доход. Просто поменяется все это. Мода на войну уйдет, и все, понимаете? А Зеленский просто цепляется за условную старую моду и как бы и пытается уже нам говорить, что эта война всегда была. Уже ж не помнит никто, как было до Зеленского. Да? Всегда ж он с нами был. 8-й год сегодня пошел, как при власти. Что думаете на этот счет? Действительно, ну, это же парадокс. Будут качать нефть по дружбе и воевать с Европой? Ну, вряд ли ведь. Да. Будет. Я вам хочу напомнить, что 21 напротив 21 напротив 22 июня 41 года последние составы с, скажем так, продовольствием и другими, скажем так, грузами, которые Советский Союз должен был отгружать в сторону гитлеровской Германии, они аккурат шли. И немецкая продукция с немецкими составами тоже аккурат шла. То есть до последнего момента 22 года, то есть 22 июня 1941 года это происходило. Другой такой феномен нашего времени. Ну, Петр Алексеевич Порошенко сражался там, а то вообще-то людей убивал там на Донбассе. А его фабрики в Липецке работали, в Российской Федерации. И денежки свои он оттуда спокойненько генерировал. Кроме того, после 24 февраля 22 года, сколько времени после этого совершенно исправно, спокойненько работал, год, может и два, работал аммиакопровод из Тольятти в сторону Одессы. Ну, газопроводы сколько времени тоже они тоже исправно, нормально работали. Ну, дружбу последний год сейчас, 4-й год войны стали вредничать и вообще-то свирепствовать. То есть, это сопроводительные парадоксы, как вы их называете, любой войны. Воюют, тем более вот эта странная война, которая является, еще раз мое определение, чисто внутренне русская, братоубийственная, но зато внешне управляемая война. Это не СВО, и это не война России с Украиной, это чисто русская внутренняя
братоубийственная, но внешне управляемая война. И в этом внешнем управлении есть определенные интересы, в том числе и внутри олигархические, которые говорят: слушайте, вы там сражаетесь, там сколько хотите, а вот это не трожьте, вот это не трожьте, вот это не бомбите. Кстати, то же самое было и времен Второй мировой войны, когда британская и американская авиация бомбили Германию, бомбили нещадно. Известно, что сделали с Гамбургом, с Дрезденом и так далее и тому подобное. Но определенных предприятий, куда доля участия была и британских, и американских предприятий, которые работали на Третьего рейха на территории Гитлеровой Германии, они, конечно, обходили и специально не трогали. Вот скажете парадокс. Парадокс, но факт. Факт, что именно так и ведутся войны. Поэтому то, что Зеленский сейчас ему чудится и видится, что Петя Венгер, Петер Модер будет каким-то более удобным для Зеленского, у Зеленского есть свои политические оптические иллюзии. Он тоже путает желаемое с действительным. Петя Венгер сказал, что, во-первых, извините, наши энергетические проекты из России продолжаются, потому что они долгосрочные. У нас договора выполнять надо. Кто-то другой в состоянии нам построить атомную электростанцию вот такая, на эти же условия, что, пожалуйста, если кто-то другой, пожалуйста, тогда и посмотрим, построите, запустим, тогда и посмотрим. А нет, тогда продолжаем вот эту. Кто-то другой будет нам доставлять вот это количество нефти и газа по каким-то трубам, по тем условиям, по тем ценам и так далее, с теми гарантиями долговечности. Пожалуйста, сделайте тогда, да. Потому что Петя Венгер – это все равно, скажем так, до 2024 года лошадка конюшни Виктора Орбана. Он 14 лет работал в этой организации, причем не в статусе наполнителя, а в статусе приближенные бояре там, около Виктора Орбана. Он прекрасно владеет и ориентируется в этой... Одно дело... скажем так, вербальной агрессии, которой он обвинял Виктора Орбана, что он стал пропутинским халуем, пророссийским, там Лавров ему диктует, там вообще кто его поддерживает, Трамп и Путин, ужас. А как дошло дело до политического реализма, он, конечно, сразу сохранит вот эти колеи и ни на наночастицы не уйдет с этих колей. Пока у венгров не будет что-то другое, вот с него, конечно, для того, чтобы его вывели власти, с него будут требовать другие мерзости. Например, запустить мигрантов, против чего Орбан, естественно, сильно сражался. Другие условия Международного валютного фонда, на другие условия вернуть деньги, 35 миллиардов деньги, они арестовали деньги Украины, не Украины, Венгрии, простите. Венгрия по-болгарски Унгария, поэтому Унгария, украинцам, сами понимаете, немножко бзык у меня в этом плане. Поэтому вот когда ему выкручивают руки и выдавливают, он, конечно, на определенные компромиссы будет идти. На некоторые из тех, на которые Виктор Орбан не шел. Но по этим энергетическим вопросам или по каким-то генеральным, давайте 90 миллиардов, да, отдаем, если вы подпишете, что Венгрия поддерживает, но 1 копейку не платит. И тогда он поддержит. Он почти это сказал. Мы поддержим, если дружба заработает, и если мы ничего платить не будем. Если вы хотите просто наши «да». Но наши «да» цена того, что было «да», чтобы мы ни копейку не дали. Вы там раскошеливаетесь. Вам нужно наши «да» стоит, чтобы мы ничего не дали. Вот так. Хотите? Да. Хотите? Нет. Как хотите. А потом встанет Роберт Фицу, скажет то же самое. А потом встанет Андрей Бабич, скажет то же самое. А потом встанет кто-то еще. Грек может сказать, дай бог Радев немножко здесь оклемается и как-то соберется немножко политической субъектности. Я, конечно, сомневаюсь, но очень хочется надеяться, что он такое скажет. И все равно не получится. Смотрите, мы в прямом эфире сейчас подведем итоги опроса. Приходят очень интересные новости сегодняшнего утра из Одессы. Значит, там была погоня. Неприятное, значит. Значит, погоня со стрельбой. СБУ Экшен. и внутренняя безопасность СБУ задерживала и вязала ТЦКшников. Значит, что произошло? Из того, что понятно по состоянию на сейчас, много видео, одесситы снимают, причем некоторые проезжают мимо, они там, была погоня, перестрелка, они остановили, в общем, всех мордой в пол уложили, так сказать. Одесситы останавливались, высказывались о ТЦКшниках, все, что они думают об ТЦКшниках. Значит, предположительно, вот по состоянию на сейчас, будет позже, наверное, официальная информация, но пока мы в прямом эфире, поделимся той, что есть. Значит, они взяли взятку, ТЦКшники. Видимо,
взятку подсунули, да, то есть началась погоня, типа попытались задержать, те отстреливались при задержании у ТЦКшников. Кастеты, биты, наличка в бусике, ну, тот, который на войну везет мужчин. Вот такая вот история. Понятно, что многие скептически на это смотрят, да, что ну, не поделились или ну, вот как-то так комментируют эту ситуацию. Но, конечно, в основном это такая ну, эйфория, что ли, радость, что наконец-то и ТЦКшникам на них нашлась управа, их положили в мордой в пол. Судя по всему, ну, я не испытываю, конечно, надежды, что что-то меняется. Вряд ли. Но сигнал-то показательный, особенно на фоне, внимание, недоверия к системе, которая была вот с прошлых выходных подорвана, ну, система доверия подорвана с вот этими убегающими от бешеного, обезумевшего старика с карабином в центре столицы. И сейчас нам будут активно забивать баки, активно демонстрировать это государство, что оно якобы на стороне справедливости и закона. Знаете, я с вами здесь немножко не соглашусь, что ничего не меняется. Как раз, на мой взгляд, ничего подобного не было, чтобы эти институции сражались с этой другой институцией, потому что это не просто люди с людьми, а это институты. СБУ, кто вы сказали, там НАБУ и САП, что ли, против ТЦК. Я правильно понял, как обстоят? Ну, СБУшники против ТЦКшников, да. Да. СБУшники повязали ТЦКшников. Это без САП и без НАБУ это сделали? Это только Внутренняя СБУ? безопасность СБУ. Ну, понятно, что СБУ. Ну, на мой взгляд, это, во-первых, имеет частичное оправдание то, что вы только что обрисовали, что они хотят немножко этим, то есть оглаской вот этого сценария, которых, наверное, было и больше, но именно огласка, то есть озвучка, приглушить то, что произошло в Киеве, вот эта бойня, там этот, который вы прокомментировали. И, во-вторых, мне кажется, что если здесь подключились вот эти ребята, если подключатся НАБУ и САП, потому что они с СБУ имеют определенные сотруднические отношения, СБУ этого не хочет, но все равно вынуждены это делать. Это внешние службы, которые контролируют, что вы делаете с деньгами. Что делаете вы с деньгами западных налогоплательщиков, американских и европейских. То есть, если пошла такая, грубо говоря, проверка ТЦК, вы, ребята, что это такое делаете, почему и куда эти деньги идут, да, теоретически это может быть не поделили. Если просто не поделили, озвучки не было бы такой, чтобы мы с вами это обсуждали. Было бы и тише. Просто сделали бы, разобрались бы и шумели бы максимум на местном уровне или вообще не шумели бы. Если мы с вами это обсуждаем, вы это видите, и это где-то пестрит уже в серьезных новостях, это означает, что кто-то уже занимается вопросами, что происходит с деньгами и как работает ТЦК. Как работает ТЦК, значит, кто-то занимается, ну, властью Зеленского. Скажем это так очень грубо. Потому что я припоминаю, что все-таки Зеленскому приурочено, чтобы он производил выборы в этом 26-м году. Один раз он это обещал, потом слово свое, конечно, забрал, ну, в конце там, февраля, а ему сейчас, наверное, об этом припомнят. И ТЦК – это, как у нас называется в Болгарии, пробка, которая должна сгореть, потому что они сейчас набирают львиную долю народного недовольства, ярости, ненависти, в них стреляют, их машиной ломают, их избивают, и из-за что я вообще не сочувствую ТЦКшникам, честно вам скажу, но они являются инструментом. Это все равно собака, которая огрызается и кусается дубиной, из которой ее бьют, а не руку и не человека, который... Очень интересная деталь, Пламен, сообщают местные паблики, местные СМИ. Опять-таки, мы сейчас дождемся, Я не конечно. нашел эту новость. Я ищу сейчас в Одессе, что-то не вижу. Смотрите, ну это прям сейчас разгорается и горит, мы еще увидим. Сейчас все, конечно, воспылали любовью к СБУ, но сообщается, что до этого два вот этих экипажа, два буса ТЦКшников устроили какие-то разборки между собой. Ага. И тут потом, после этих разборок, началась вот это вот. Тут СБУ подъехала, погоня, в общем, уложили этих ТЦКшников. Сейчас будут официальные данные, что им инкриминируют. Ну, кастеты, вываливающиеся из карманов, биты, ножи, какие-то вот эти деньги. Это, конечно, очень... Джентльменский набор, джентльменский набор. Набор ТЦКшника. 100% это воюющие ветераны все. Вот 100% кто еще? Конечно, воюющие ветераны.
пришли, так сказать. Значит, понятно, что они кошмарили гражданское население и выбивали мзду. Это бандюки, конкретные бандюки, которые, да, вот, ну, то есть переодетые в форму военную, что, понятно, не красит вообще. Ну и, конечно, Одесса. Одесса — место силы вот этого произвола. Подведем итоги опроса нашего сегодняшнего. Значит, жалеете ли вы, что 7 лет назад выбрали Зеленского? 3% нет, не жалеют, он молодец. 5% нет, некого было. Ну, что жалеть? Порошенко, что ли, было голосовать? 41% да, жалеют. И 51% ответили, что его не выбирали. Ну, вот такой итог голосования. Что скажете? Меня удивляют вот эти 51%. Как это его не выбирали? По-моему, я, конечно, на правах внешнего наблюдателя, который вполне может сильно ошибаться, но иногда с высоты птичьего полета и извне многое видно лучше, чем внутри. По-моему, народ после «Слуга народа» выбрал его, потому что за это время, во-первых, возненавидели Порошенко, и, во-вторых, Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе. Он даже туда ходил, встречался, разговаривал, говорил, это наши люди, просто у них разруха в голове, надо с ними разговаривать, договариваться. То есть звучал он чисто миротворческим. И я думаю, что его по-настоящему выбирали. Другое дело, что после того, как его по-настоящему выбрали, во-первых, к этому приложили... Кстати, знаете, они частично правы. Знаете, почему они частично правы? Потому что я считаю, что был достаточно большой органический запас симпатий, которые реально за него проголосовали, но все равно это выборная технология, которая действительно была под внешним управлением. Почему? Потому что, зная ваши и наши реалии, понимаете, если у миллиардера Порошенко было нежелание на то, чтобы какой-то Зеленский будет ему противостоять на эти выборы, Зеленского не было, и он был бы уничтожен, если не физически, то репутационно сотни раз, и он не был бы допущен до финальной гонки с Порошенко. Поэтому Порошенко, у которого есть и финансовая, и институциональная, и административная, если хотите, и военная власть, чтобы допустил какого-то комика, пусть и популярного, и чтобы этот комик стадион так стадион, и чтобы этот комик это самое, и это без внешней указки, без внешнего диктата действительно сделать невозможно. И этот политический сценарий, политмаркетинговый сценарий производился, скажем так, в других лабораториях. То есть в этом плане эти люди, наверное, правы. Я сразу немножко эмоционально стал отрицать, что эти 51% как это его не выбирали. Его органически выбирали больше, чем органически выбирали Порошенко. Порошенко 25 мая 2014 года, естественно, никто не выбирал. Здесь вопросов нет. Это была просто имитация и подтасовка выборов, полные сбросами, готовы. Ну, не буду это обсуждать. Это долго и напоительно и понятно. Но частично Зеленского действительно выбирали совершенно так, искренне. Другое дело, что произошло, чтобы помочь этому процессу, и что произошло сразу после того, как он получил жезл, и вот это самое, и сел в трон. Как сел в трон, оказалось, что это не трон, это другое. Вот так. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое. Пишите их, пожалуйста, в чате, уже можно писать. Но начнем с сообщества YouTube. Поехали. Пламен доволен результатами выборов в Болгарии? Сергей интересуется. Нет. Я хотел, чтобы в парламент попали как минимум 3-4 очень симпатичные, очень честные, очень, скажем так, искренне симпатизирующие и России, вообще-то, партии, чисто проболгарские, прекрасно понимающие болгарский национальный интерес, сражающиеся очень красиво, очень честно. Они вскрыли 949 нарушений в масштабах Болгарии. Это очень много нарушений на этих выборах. Никакого последствия за это не было. То есть Румен Радев выиграл. Я не против того, чтобы Румен Радев выиграл. Было понятно, что он выиграет. Я против того, что все равно, скажем так, профилактика и очистка и слежка за честными выборами не была произведена на нужном уровне. Она была произведена только на уровне нужном Румену Радеву. И сейчас ему, сейчас он может составить правительство совершенно самостоятельно. И посмотрим, как он справится до конца года. Еще раз, 9 мая для меня первая точка счета и первая проверка на прочность. Первый тест. Поедет туда? Хорошо. Не поедет?
дальше все понятно. Мгм. Так, следующий вопрос, вот такой. Каждый день, добрый день, Александр и Пламен. Вопрос гостю. Вы неоднократно говорили, что в случае войны болгары развернут штыки в нужное направление. Как вы оцениваете в процентном соотношении болгар, которые за войну с Россией, против войны, нейтрально или откровенно за Россию? Заранее спасибо. Откровенно за Россию от 70 до 80%. А против России, которые готовы воевать против России, все, которые хотели, уже это сделали. По-моему, можете посмотреть на вот эти таблицы количества убитых и так далее и тому подобное. По-моему, 2 или 3 болгара всего убиты, меньше 10 вообще туда поехало. Так что это и есть исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Ли Новостроилова легкомысленное отношение Трампа к европейской части НАТО — это свидетельство того, что он не видит угрозы со стороны Кремля? Я не понимаю, какая угроза для Трампа со стороны Кремля, когда он там собирается договариваться и получить доступ, который выгоден и нужен не Кремлю, потому что Трамп может снять санкции. То есть, честно говоря, не могу ответить на вопрос, который не понимаю, как-то частично с ним не могу его и понять, и не считаю, что он правильно поставлен. Мгм. Александр, на ваш канал часто обсуждает системные проблемы в стране, но есть одна тема, которую я у вас ни разу не слышал. По данным из открытых реестров, количество дел по СОЧ, СЗЧ, и дезертирству за неполные 25-26 годы уже исчисляется сотнями тысяч. Прирост за последние месяцы десятки процентов. Отражается ли такой масштаб ухода личного состава на реальной ситуации на передовой? Или это проблема, существующая отдельно от линии боевого соприкосновения? Ну и главное, почему даже на площадках с альтернативной повесткой эта статистика не становится предметом обсуждения? Ну, во-первых, честно говоря, я не знаю, откуда эту статистику взять. Мне лично. Так ее засекретили. Раньше Именно. было по уголовным делам, вот когда достигла отметка 300 тысяч уголовных дел, там бывает на одного человека дважды могут завести, в общем, 300 тысяч назвали, а дальше засекретили, чтоб не шатать мозги людей, чтоб не волновать, не тревожить Чтобы не лишний раз. открывать глаза, да. Поэтому не то, что я против этого обсуждать. Я, когда что-то собираюсь обсуждать, я стараюсь найти какую-то твердую основу, либо хотя бы какую-то официальную статистику. Как вы только что уточнили, она засекречена, поэтому я могу обсуждать, кто что сказал. Это как-то недостаточная основа. И на вопрос, сказалось ли это на состоянии фронта, безусловно, сказалось. Каждый человек, которого там нет, это уже недокомплект. Поэтому огромное количество украинских вооруженных сил, рота – это меньше, чем нормальный взвод. А взвод – это меньше, чем нормальное отделение. Да, естественно, сказывается. И я, честно говоря, такого не слышал, что происходило в российской армии. Возможно, это есть. Я говорю, что я не слышал. Я не знаю. И мне кажется, что вряд ли Это идет про украинскую армию речь. Да, про украинскую армию я согласен, что это есть. А если этот феномен в российской армии, он был, кстати. Этот феномен был непосредственно после мобилизации, когда были мобилизованные люди, когда эта мобилизация, мягко говоря, не очень хорошо была проведена и не очень хорошо получилась, а после того, как подключили уже там вагнеров, как подключили денежный компонент, как армия стала 100% наемной, то тогда вся ситуация очень быстро изменилась, и там, естественно, люди не будут уходить, потому что они и денежно обязаны, и так далее, и тому подобное. Куда бежать? Такого нет. То есть формат набора армии сравнительно между ВСУ и российскими вооруженными силами кардинально различен. В России идут люди, скажем так, по собственному желанию или вынуждены обстоятельно, но все равно по собственной воле своей, подписывают контракт, получают деньги и понимают, за что они воюют. А вооруженные силы Украины уже второй год, если не третий, набирают людей вот этим жестоким, не только жестким образом, а жестоким образом ТЦК, который уже даже не хочется больше обсуждать, потому что их не обсуждать, наверное, стрелять, наверное. Если бы я был на территории Украины, я, честно, открыл бы охоту за таких вообще-то, отстреливал бы их из высоких этажей при величайшем удовольствием. СВД нам в помощь, СВД можно найти под 700 с чем-то баксов, с оптикой еще там 300-400 баксов надо добавить. Вы не агитируйте, конечно, но там и без СВД, понимаете.
давайте, как бы уже легализация оружия полным ходом идет. Принято. Хорошо. Полным ходом эта тема. Чат трансляции, переходим сюда, ваши вопросы отсюда. Александр, добрый день. В советские времена болгарские сигареты были лучшими в СССР. Что сейчас с болгарской табачной промышленностью, спрашивает пользователь. Ну, я как человек, который бросил курить 60 с небольшим лет назад, то бишь с рождения, мне сложно судить, как там с этой болгарской продукцией, кроме того, что она дорожает, черт возьми, особенно с этими бандеролями, когда мы, друзья, я их водил, ну, там, по Белоруссии, в России, они сразу скупали, сметали целые пачки, потому что, говорят, здесь это 3 раза дешевле, чем в Болгарии. Так что я не знаю, как это. Болгарская табачная промышленность, она была действительно мощнейшим источником. Это было промысел для огромных слоев населения с выращиванием табака в определенных горных районах. Это были специальные сорта. Все это было действительно классно. Но, естественно, по большому счету, Филипп Моррис там кое-что купили, много чего уничтожили, третье переупаковали. Коротко говоря, обычная колониальная разруха. Я бы и так сказал. Не на уровне потребителя, на уровне наблюдателя. Китай компенсирует все Ирану, а кто компенсирует Европе и США? Это очень интересный вопрос, хотя я уверен, какая-то компенсация идет, правда, персональная. Те, которые являются мастерами и владельцами денежных дел. То есть владельцы печатных станков, что в Швейцарии, что в Bank of England, что в Федеральной резервной системе, которые диктуют Европейскому центральному банку, куда, где, как и что печатать. Вот они производят компенсации, но не для стран, не для народов и не для бизнесов. Там действительно тоже кое-какие компенсации происходят, но они, естественно, крайне недостаточны, и они более бутафорный такой характер, имитационный характер имеют. Но конкретных должностных лиц, безответственных должностных лиц, они компенсируются сполна. Еще раз напоминаю, в начале, там около 2003-2007 года, когда Евросоюз стал расширяться в сторону Восточной Европы, европейцы просили, не просили, а требовали и получали за выполнение европейских заказов с европейскими деньгами, например, дороги, магистрали и все остальное, от 3 до 7%. И это было наглость несусветной. Сейчас они, не стесняясь, получают и требуют 30%. Причем не только с Болгарии, но со всех остальных стран, с Румынии, там, с Венгрии и так далее и тому подобное. Поэтому мне хотелось бы посмотреть на Петра Венгра, на Петя Модер, как он говорил, что у Виктора Орбана коррупция, вообще-то погрязли все в коррупцию. Ну, ты попробуй сейчас попользоваться вот этими европейскими деньгами, когда они тебе скажут: Петя, 30% нам наличными, палетами, поддонами, можно сказать. А дальше за остальные деньги ты сам разбирайся. И что потом будет? Интересно посмотреть. Вопрос Пламену от Александра. Какой, по вашему мнению, будет реакция НАТО в случае уничтожения самолета США на авиабазе НАТО в Румынии? 2 варианта удара. Именно Ираном, ну как страной КСИР ударил, или какими-то хуситами, в кавычках, ну какие-то неизвестные исполнители. Как отреагирует НАТО? Вой, ор, визги, писки, децибелы и начало консультаций. Начало консультаций. И будем чесать репу, и будем думать. И все. На этом все закончится. НАТО – это женщины, которые никогда не рожали, но которые учат других, как правильно рожать. НАТО – это не воевавшие генералы. НАТО – это бюджеты, это лампазы, это формы, это фуршеты, это самолеты, это высокие технологии, это спутники, это много чего. Но никто не воевал. Поэтому будут визги и сопли. Если уничтожен американский самолет, американцы, вы, главное, в НАТО говорите, что делать. Вернее, мы за вами. Вы это сделаете, мы за вами. Что говорит сейчас НАТО по поводу обеспечения безопасности Ормузского пролива? То мы так тут, как тут. Мы сразу за вами, сразу как закончится война. Вот так. Так они и скажут. Вот такой вопрос для вас, Пламен, еще. Почему Пламен, Ольга интересуется, больше не баллотируется во власть?
Во-первых, потому что я увидел все, что нужно было бы мне увидеть. Я понял все, что нужно было мне понять. Я прекрасно понимаю, что есть определенный золотой стандарт из 3 золотых инструментов, без которых ты не можешь сделать абсолютно ничего. Неважно, какой ты популярный, светлая голова, есть бизнес-план, есть государственный план, есть программа, есть желание, есть действие, ты честный. Ты неважно, какой ты светоч, если у тебя нет кадровый ресурс. Кадровый ресурс означает, что у тебя должно быть партийное строительство. Б. Медии, СМИ, которые должны популяризировать то, за что ты борешься. И С. Деньги, чтобы сделать первое и второе. А деньги уже измеряются, я вам так скажу, компанию Румен Радио, которую мы сегодня обсуждали. И еще раз, масштабы Болгарии – это 5-миллионное сейчас население. Неважно, сколько написано в Дуропеде, вы на это не смотрите. 3,5 миллиона болгар вне Болгарии уже проживают. А компания Румен Радио, самые скромные подсчеты были на 50 плюс миллионов евро. А самые реалистические говорили это от 70 до 80 миллионов евро. Компания бывшего президента, у которого был уже административный ресурс. А для человека на моей позиции, который должен что-то сделать, несмотря на некоторую органическую популярность и на некоторые достаточно хорошую там опытность и знакомство и всего остального, и медийные, скажем так, ресурсы некоторые, которые имеются, я просто оцениваю, что мне не хватает, во-первых, эти ресурсы, и я не готов на те компромиссы, на те предложения, с которыми ко мне приходили для того, чтобы согласиться баллотироваться. Ко мне приходили с деньгами и говорили, давай вот так и так, мы хотим вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я знаю, что они хотят. Они всегда не хотят, чтобы эти деньги вернулись. И даже не хотят, чтобы эти деньги вернулись с процентами, либо с десятками процентами. Они всегда хотят, чтобы эти деньги вернулись кратно, обычно даже до 10 раз кратно. В переводе это означает, что Румену Радеву надо как-то в рамках первого года, потому что есть политическая нестабильность, найти способ через общественные заказы и другие подобные, естественно, не коррупционным образом, это какая здесь может быть коррупция, вернуть тем, которые его профинансировали, где-то 500 миллиарда. Угу. И говорить, что я честный, я хороший. Но я не хочу это. Верите ли вы в победу России на поле боя, спрашивает Андрей. Я не то, что верю, я в этом уверен, правда, не при этом руководстве Кремля. Поэтому я говорю, что финал вот этих действий будет середина 30-х, либо вторая половина 30-х годов 20 века. При этом в нынешнем руководстве Кремля невозможна победа над Эстонией, не то, что над Украиной. Невозможно, просто невозможно. Угу. Потому что запрещено. Пламен, что вы любите Россию, Пламен, спрашивает у вас? Ну, это вопрос лирический, поскольку Россия – это часть моего... Поэтический, я бы сказал. Поэтический, лирический. Обнимали березку, Пламен? И березовый сок даже хочется попить сейчас, как раз самая та весна. Смотрите, я, во-первых, имею полное основание любить Россию. И я ее люблю. Почему я говорю, что у меня полное основание? Потому что я видел Россию больше, чем 95% русских. Мне легче и проще пересчитать те большие русские города, где я не был за эти неполные 20 лет. Я уверен, Путин видел Россию сильно меньше, чем я. Я уверен, что Госдума видела Россию кратно меньше, чем я. И побывала как среди богатых, так и среди обычных людей России сильно меньше, чем я, потому что я не только летал над Россией, я колесил по всей России. Кстати, абсолютно то же самое действительно и для Украины. Я уверен, что знаю Украину лучше, чем 95% украинцев. Я неполные 19 лет, 3-4 раза в год колесил на своей машине по всем возможным дорогам Украины, что самое северное, что самое среднее, что самое южное, что самое западное, что самое... Любые, вообще любые. И я даже те регионы, которые сейчас мы обсуждаем, как поле боя, я там тоже побывал, и в этих районах тоже знаю. Поэтому говорить, что я люблю Россию, я люблю большую Россию, потому что я знаю и Беларусь. Я люблю и Беларусь, и Украину, и Россию. Потому что для меня это просто Болгария, приумноженная много-много раз. Это место единого народа. Для меня мы единый народ. Мы 3 сестры, Белорус, Малорос и Великорос, поляки, чехи, словаки, сербы, болгары, македонцы, условно, конечно говоря, черногорцы, хорваты, словенцы и боснийцы. Все это единый народ, разделенный единственный только политически, и местные диалекты, которые официализированы как якобы отдельные языки, коими они не являются по правилам науки, они являются дополнительным разделительным компонентом, который нас заставляет быть в дурацком положении, в конкретном случае вести войну, если хотите, и вроде бы из-за языка. Знаете, в какой стране ведут войну за
языка в Камеруне. Только там сражаются франкоязычные против англоязычных. На уровне африканской. И это различные языки не местных населений. А здесь речь идет о каком-то диалекте, суржике, плюс западноукраинская мова против канонического русского языка. Из-за этого воевать? Ну, слушайте, народ, который в космос летал, и является генетическим наследником народа победителей, тех же самых, господи, это надо прекратить быстрейшим образом. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к сегодняшнему эфиру. Благодарю за то, что посмотрели трансляцию. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. И подпишитесь, потому что это важно. Да, и для Пламена важно, и для нас важно. Сейчас очень сурово политический контент на Ютубе мониторится, давайте я скажу слово такое, мониторится. Деликатненько вы это сказали. А тем более, что, понятное дело, есть ряд ограничений там, у россиян в принципе, у украинцев конкретно на мой канал, поэтому, чтобы не потеряться, пожалуйста, нажмите подписку и колокольчик. Ну и, в общем-то, всегда будем рады вам, наши уважаемые зрители, на стримах с Пламенным Пасковым. Пламен, спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, не пьющие, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, все вы люди, мы все единым народом. Надо как-то это понять. Выключить, пожалуйста, телевизоры, и тогда поймете, что мы единый народ. Включите мозги, и все у нас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует ровно через неделю. Не теряйтесь. Берегите себя. От меня традиционное добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.